Всем привет! Благодаря вашей активности феномен корейской волны докатился и до нашего канала. На этот раз мы готовим 3 лучших блюда из Кореи. Сегодня не будет кимчи и живых осьминогов, а вот с размороженного осьминога, пожалуй, начнем. Наш осьминог весит 1,5 килограмма. Это оптимальный вес для готовки, но лучше брать поменьше. На щупальцах настоящего осьминога присоски в 2 ряда, и щупалец должно быть 8. Если их меньше, то особь взрослая и потеряла их в боях. Чем взрослее осьминог, тем жестче мясо. Сначала моем осьминога под проточной водой. Нам повезло, у нас он из магазина, поэтому щупальцы чистые, удалены внутренние органы и мешок с чернилами. Осталось только выдавить мощные челюсти, похожие на клюв попугая. Этот момент достаточно неожиданный для новичков. Как бы нам не хотелось портить осьминога, но по корейскому рецепту отрезаем 5 щупалец. Кладем их в тарелку и солим. Добавляем 1-2 столовые ложки кунжутного масла и массируем мясо, чтобы оно стало мягче. Теперь нанизываем на бамбуковые палочки, оборачиваем щупальцы вокруг и с помощью зубочистки закрепляем. Блюдо из осьминога – это проверка умения и мозгов повара. Передержал – будет подошва, не додержал – тоже резиновое. Для нас это нетипичный продукт, поэтому действуем четко по корейскому рецепту и надеемся, что блюдо получится вкусным. Смазываем противень маслом и отправляем осьминога в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Тем временем приготовим соус. В первую очередь сделаем крахмальный сироп. Берем 1 столовую ложку любого крахмала, 50 мл воды, 1 столовую ложку сахара и перемешиваем. Затем в тарелку добавляем 2 столовые ложки азиатского соуса чили или пасты чили. Пропускаем через пресс 2 зубчика чеснока. Наливаем 2 столовые ложки сухого вина, 1 столовую ложку кунжутного масла, крахмальный сироп и добавляем 1 столовую ложку пудры чили. Корейская кухня считается одной из самых острых в мире, поэтому остроту контролируйте самостоятельно. Что интересно, красный перец в Корее появился только в 16 веке, когда его завезли португальские моряки. А до этого еда была не острая. Смазываем щупальцы красной приправой. Корейская еда зачастую имеет такой красочный вид за счет большого количества красного чили. Теперь отправляем в духовку на 5 минут при температуре 180 градусов. На вид получилось красивое блюдо с приятным восточным ароматом. Интересно, какое оно на вкус? Мясо получилось мягкое, но кожа резиновая. Этот рецепт хорош только для молодых особей, весом меньше 1 килограмма. У нас осталась еще часть осьминога. Мы решили приготовить его без кожи. Для этого кладем мясо в кипящую несоленую воду. Хотите кудрявого осьминога? Тогда постепенно окунаем его в кипяток в несколько этапов. Завитки получаются что надо. Теперь окунаем осьминога полностью в кипящую воду на 20 секунд и вытягиваем. Так повторяем 3 раза. И охладив его в прохладной воде, убираем кожу с наружной части. Кожу с присосками оставляем, там она достаточно мягкая. Кошка, как всегда, учуяла запах еды и уже тут как тут. Нарезаем осьминога на кусочки, но не солим, чтобы он не стал резиновым. Отправляем в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Теперь сливаем жидкость, смазываем острым соусом и вновь отправляем в духовку на 5 минут.
Нарезаем осьминога кольцами и подаем с острым азиатским соусом чили, мы его купили в магазине. Посыпаем зеленью, кунжутом и пробуем. Вот теперь все идеально. Мягко, вкусно, остро и красиво. Переходим ко второму блюду. Оно очень быстрое. Корейцы – гуру капусты. Поэтому для второго рецепта отделяем от кочана несколько капустных листьев и убираем толстую часть. Кладем их в тарелку, накрываем пищевой пленкой и отправляем в микроволновку на 3 минуты. Или просто подержите листья 3 минуты в кипящей воде. Мягкие листья сворачиваем в ролл. Затем берем бекон, выкладываем его друг на друга и посыпаем черным молотым перцем. Капустный ролл кладем на бекон и заворачиваем в рулет. Для кляра взбиваем 2 куриных яйца. Сначала ролл обваливаем в муке, затем в яйце и, наконец, в соленых панировочных сухарях. Рулетики взбрызгиваем растительным маслом и отправляем в духовку на 16 минут при температуре 180 градусов. Достаем роллы и делим их на части. Выкладываем на блюдо и подаем с соевым или острым соусом чили. Украшаем зеленым луком и кунжутом. Мы получили сбалансированное сочетание вкусного и полезного. А главное – быстро и оригинально. Третьим приготовим потрясающий рецепт пулькаги. Это популярнейшее старинное корейское блюдо, переводится как огненное мясо. Чаще всего это говядина, реже курица или свинина, приготовленная на открытом огне. Но готовят и на обычной сковороде или в воке. Берем 750 грамм говяжьей вырезки и нарезаем тонкими ломтиками. Перед приготовлением мясо обязательно подмораживаем. Нарезаем как можно тоньше. И теперь делаем маринад. Берем соевый соус и наливаем 2 столовые ложки. Затем добавляем 5 столовых ложек воды, 1 чайную ложку сухого чеснока, 2 столовые ложки сахара, 2-3 столовые ложки кунжутного масла, 2 столовые ложки водки или сухого вина, 1 столовую ложку кунжутных семечек. Нарезаем крупный стебель зеленого лука, пол-луковицы репчатого лука, мы взяли молодой лук. Еще 1 чайную ложку молотого черного перца и все перемешиваем. Мясо заливаем маринадом и отставляем на 1 час. Берем 300 грамм грибов. Это могут быть шиитаки, вешенки или белые грибы. Нарезаем их пластинками. Через час достаем мясо из маринада и добавляем грибы. Будем готовить мясо на открытом огне. В вок наливаем 1 столовую ложку кунжутного масла и кладем говядину. Жарим, помешивая 3-5 минут. Если небольшая сковорода, то жарим небольшими порциями. Долго готовить не стоит. Говядина может пересохнуть и потерять свою сочность. Всего 3% корейцев имеют лишний вес. Секрет в том, что они включают в свой рацион огромное количество зелени, заправляя их специальными соусами. Кстати, корейцы не едят корейскую морковку и другие, как у нас принято называть, корейские разносолы. Это блюда корейских иммигрантов, которые адаптировали нашу кухню под свои вкусы. А какие в Корее необычные десерты? Но об этом в следующий раз. Корейцы любят бананы, клубнику и, что неожиданно, помидор для них – это тоже фрукт и отдельный перекус. В следующий раз мы переместимся на новый континент – в Европу. Напишите в комментариях, какую европейскую кухню вы хотите, чтобы мы приготовили. Всего 30 тысяч лайков и выйдет новое видео с этой рубрикой. Приятного аппетита и до вкусных встреч!
Всем пока!